Здравствуйте, дорогие коллеги-айкидошники и посетители канала Айвид. После некоторого перерыва мы возобновили съемки наших выпусков. Сейчас выпуск 18 путеводителя по айкидо. Он посвящен теме семинары. Ранее в наших выпусках мы рассматривали тему инструкторы и инструкторы. Мы подходили к проведению семинаров с точки зрения инструкторов. Вы можете посмотреть этот выпуск. Там мы затрагивали приглашенных инструкторов и мастеров, которые ведут свои направления, свои школы. И чем отличаются семинары этих мастеров. Но можно взглянуть на семинары и на вопрос участия в них и со стороны учеников. Как известно, семинары всегда крайне рекомендуется посещать, и мотивируют это инструкторы тем, что ученик получает знания у других мастеров и может повышать свой уровень и формировать свое личное айкидо. Но, разумеется, не все так просто, и к участию в семинарах мы подходим по-разному, в зависимости от того времени, сколько мы занимаемся. Ученик, посещая семинары или узнав, что ему, занимаясь айкидо, надо посещать эти мероприятия, вначале посещает их, как, можно сказать, неосознанно, потому что он еще не знает, что это такое. И он идет, потому что вот собрались люди и пошли на такой-то семинар. Тем более надо тратить деньги, участвовать. И он участвует просто за компанию. На самом семинаре для него в айкидо новичок, о котором мы говорим, для него все неизвестно, и все интересно, и в то же время все непонятно. И поэтому такой человек, попадая на семинары, он вряд ли вынесет какую-то конкретную пользу. Но, тем не менее, очень много людей попадает на первый раз на семинары именно в таком качестве, в неосознанном состоянии. Второй тип учеников и участников семинаров – это так называемое коллективное участие. То есть в рамках какой-то школы, клуба приезжает мастер, или в рамках этой школы проводится семинар, и сенсей говорит: надо на этом семинаре в этом участвовать, потому что это часть обучающего процесса. Ну, надо так надо, как говорится. Старший сказал, мы участвуем. Это такой способ, когда вы попадаете в среду, в принципе, знакомых вам людей, которые айкидо практикуют, известное вам по той же школе. И это как бы вот такое участие, оно закладывает, ее польза от этого участия заложена уже вашим учителем. Он уже сказал, раз вам надо, он уже знает, что вам, как говорится, будет польза в методическом плане. И затем, когда он будет проводить тренировки в зале, ему будет проще многие вещи на них опираться, поскольку его ученики посетили данный семинар. Следующий тип можно назвать посещение семинаров как приобщение к прекрасному. Это когда семинары проходят как гастроли заезжих мастеров. То есть вот какой-то известный приезжает мастер, ну, допустим, Стивен Сигал или какие-то еще имена на слуху, но больше по таким публичным известным событиям. И люди идут на эти семинары просто для того, чтобы потусоваться, чтобы увидеть известного человека, сделать отметочку в карточке. Есть даже коллекционеры, которые вот, они ездят и ставят в карточках, вот им надо вот у этого мастера поставить. Вот если японец, он ходит на семинар. Если не японец, он не ходит на семинар. Да? Если приезжает Кристиан Тесье, он ходит на семинар и так далее. То есть вот такое гастрольное посещение семинаров, это больше такая клубная сторона, естественно, для айкидо, собственно, не имеет большого отношения к изучению айкидо и к развитию айкидо, и к формированию своей личности в айкидо. Люди, когда такие семинары посещают, они обычно как бы оценивают себя со стороны, но это такая немножко позерская позиция происходит, и там уже как говорится, не до техники. То есть какую технику сенсей дает, они ее там повторяют, но потом эта техника будет забыта.
очень быстро. Ну, до следующего такого семинара. У более старших учеников есть сознательное отношение к тем или иным семинарам. И это вызвано уже непосредственно работой над своей техникой, работой над кихоном и проявлением интереса к работе того или иного мастера. Вот. Такие вот сознательное участие, то есть человек видел какого-то мастера, он изучал его, допустим, по видео, или был уже ранее на его семинарах, и он знает, что вот побыв на его семинаре, он выносит какие-то новые знания, он может хорошо позаниматься с учениками высокого уровня, и в то же время получит такой вот необыкновенный опыт, да, новый опыт. Но он уже идет, он знает, куда он идет, такой ученик. И это хорошая мотивация, сознательное участие в семинарах. На него такого, это, как правило, уже старшие ученики, там, второй, третий, четвертый дан, они уже, на них влияние, то есть они сами принимают решение, участвовать, не участвовать в семинаре. И еще один способ участия в семинарах — это осознанное участие в семинаре. То есть осознанное участие в семинаре подразумевает не только мастера, который приезжает или на семинар которого едет айкидоист, но осознанное участие подразумевает предварительное изучение. Предварительно айкидоист изучает нюансы техник, просматривает. Сейчас, слава богу, очень много материалов, и практически по каждому хорошему мастеру можно провести некоторые изыскания, да? Изучает особенности стиля, изучает какие-то моменты в техниках, формирует свое понимание той логической последовательности техник, которую этот мастер предлагает. И для того, чтобы уже на практике отработать это, айкидоист идет на этот семинар, конкретно этому мастеру. Да? Вот это участие, для меня это участие такого высшего уровня. То есть такой человек, когда он идет, он уже знает вопросы, которые у него есть, и он уже идет получать на них ответы. И когда он получит ответ на эти вопросы, у него появятся новые вопросы, которые позволят ему обеспечить его личностный рост. Вот такие 5 подходов участия в семинарах, да, по айкидо. Я затронул такое понятие, как формирование личности в айкидо. Формирование личности в айкидо, в принципе, этому построен, на это направлен весь процесс обучения айкидо. Когда вы сформируете свое восприятие теории и практики айкидо, тогда вы можете свободно работать с разными людьми, техники различной сложности. То есть и здесь возникают уже на разных скоростях, с разными партнерами. Для вас перестает иметь значение, кто ваш партнер. Вот чтобы добиться вот этого такого уровня в айкидо, айкидоист всегда проходит некоторые стадии. Как с того момента, когда он пришел еще заниматься, его еще трудно назвать айкидоистом, новичок, но он уже айкидоист. И сначала он осваивает кихон, затем ему советуют так, он начинает копировать, подражать своему наставнику. Он видит какие-то движения, и он их копирует. На это и обычно и направлено у новичков, инструкторы всегда им советуют: вы копируете, как надо делать технику. Затем происходит этап микширования, когда база обогащается, когда техник, это где-то уже там второй, первый Q, когда техника, арсенал уже приличный, начинается некоторые обобщения в техниках у айкидоиста. И на каком-то этапе происходит переосмысление кихона. И дальше мы возвращаемся. После переосмысления происходит копирование, подражание, потом микширование, потом переосмысление. То есть вот эти фазы, они проходят постоянно, занимающиеся айкидо. И вот это и есть та работа, которая происходит на татами. Она
позволяет эти этапы проходить. И аттестации, они как бы отражают, на каком этапе человек находится. Формируется не только отношение внутреннего человека к той технике или к тем знаниям, которые он получил, но и формируется внешний облик его техники, его стиля, да, его форма отражения айкидо. И вот здесь тоже, тут уже накладывается характер человека. И можно разделить, например, выделить такие, можно сказать, акценты или особенности стилей, личностных стилей. Демонстрационно-показательный, прикладной, оздоровительный и многокомпонентный. Вот демонстрационно-показательный, это чаще в него попадают молодые айкидоисты, которые имеют здоровье и энергичные, они, как правило, легкие, делают высокие страховки и выполняют различные, часто участвуют в показательных выступлениях, и на это у них построена вся их подготовка, обучение. То есть они вот и внешне, внешний их стиль является демонстрационным и показательным. Следующий тип людей, которые приходят заниматься, чаще это люди, которые раньше занимались какими-то единоборствами, это прикладная форма. Они из всех семинаров, из всех обучений пытаются вынести какое-то практическое ядро, и везде в техниках можно увидеть у них акцент на это практическое ядро. И даже когда два таких человека сходятся, то они начинают работать, постоянно испытывать друг друга, да, постоянно ставят какие-то себе задачи посложнее. Я не говорю сейчас, что это какая-то борьба или не айкидо. Нет, нет, они делают все в рамках кихона, но тем не менее у них внутри их техник присутствует определенное соперничество. Такое, даже можно сказать, не соперничество, а вызов. То есть направлен на преодоление каких-то сложностей и активизации техник при выполнении таких прикладных, в кавычках, компонентов, да, которые как бы могут где-то быть использованы где-то. Оздоровительное направление. Чаще люди уже за 40, которые столкнулись с какими-то проблемами со здоровьем, они айкидо используют как гимнастику, как способ сохранить активный образ жизни. Часто такие люди практикуют йогу, и у них очень пластичное айкидо, и вот это неплохой стиль, он одновременно пластичный, подвижный и он оздоравливающий. И такие люди никогда не будут, их техника не направлена на нанесение травмы, они соблюдают принципы айкидо и вдумчиво относятся к тем вещам, которым они занимаются. И вот четвертый стиль многокомпонентный я назвал. То есть многокомпонентность — это присутствие в технике всех выше названных элементов и, может быть, даже чуть больше. То есть люди, которые пытаются отразить в своей технике все практические плюсы и все практические возможности айкидо. Конечно, можно затрагивать, что в айкидо важно и правильное питание, и определенный здоровый образ жизни вне татами. Вот, это само собой. Но вот такие основные компоненты, которые характеризуют с внешней стороны те стили, которые люди вырабатывают. А вырабатывают они в том числе практикуя и участвуя в семинарах. Ну вот, собственно, на этом мы выпуск будем заканчивать. Все, спасибо, до свидания.